Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите со мной». Посмотрите, какую красоту я связала. Это пончо. Давно мечтала связать такой необычный наряд. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Сегодня я хочу подробно рассказать вам, как вяжется такая красота. Вяжется это пончо очень легко и просто. Здесь рисунок состоит из лицевых изнаночных петель и накидов. Итак, что же нам нужно для того, чтобы связать пончо? Во-первых, это пряжа. В моем случае это пряжа Alize Cotton Gold. Состав этой пряжи 55% хлопка и 45% акрила. Затем спицы. Я вязать это пончо буду на круговых спицах. Спицы номер 3. 2 маркера. Иголочка, чтобы сшить нам потом некоторые детали. Крючок и ножницы. Пончо вяжется из 2 прямоугольников одинакового размера. Ширина прямоугольника 50 сантиметров. Высота его 83. Мы с вами свяжем 2 таких прямоугольника и затем сошьем их. Итак, берем спицы и на спицы набираем 116 петель. Затем вяжем платочной вязкой 7 полосок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 полосок, что составляет 14 рядов. Итак, вы связали 7 полосок, то есть 14 рядов платочной вязкой. Теперь разворачиваем вязание. Мы с вами находимся сейчас на правой стороне нашего узора. И я вам покажу, как распределить узор. Первая петля у нас будет кромочная. Затем 5 петель вы провязываете лицевой. Итак, вы провязали кромочную петлю, затем 5 петель лицевыми петлями. Затем мы ставим маркер. Я предлагаю поставить маркер, чтобы потом при вязании дальше, когда мы рисунок начнем вязать, чтобы у нас вот эта вот полосочка не сбивалась, чтобы вы не забывали, что вот эту полоску вы всегда будете вязать и с левой, и с правой стороной лицевыми петлями. Итак, поставили маркер. Теперь начинаем распределять наш рисунок. После маркера 2 изнаночных провязываем. 1, 2. Затем 4 петли лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных. 1, 2, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И далее опять 2 изнаночных, 4 лицевых и так далее. Раппорт у нас с вами состоит из 6 петель. 2 изнаночных, 4 лицевых. В конце, когда у вас останется 8 петель, вы провяжите 7-ю, 8-ю петлю изнаночными, затем 5 петель лицевыми и последняя будет кромочная. Вот я сейчас на своем образце вам покажу. Значит, у нас 2 изнаночных, затем 4 лицевых. Так, мы подошли к концу нашего ряда. Заканчиваем 2 изнаночных. Ставим маркер. Ставим маркер. Затем провязываем 5 петель лицевыми и заканчиваем вязание изнаночной петлей, так как это кромочная. Второй ряд узора. Разворачиваем вязание. Это изнаночная сторона. На изнаночной стороне мы с вами вяжем
по узору. Первую петлю кромочную снимаем. Следующие 5 петель мы всегда до маркера вяжем лицевыми. Перекидываем маркер. Теперь все петли вяжем по узору. Значит, вот у нас лицевые. Провязываем 2 лицевые. Затем идут 4 изнаночных. 2 лицевые. 4 изнаночных. 2 лицевые и так далее. Доходите таким образом до конца ряда. Дошли до маркера. Перекидываем маркер. Здесь у нас получается, нам нужно вязать вот эту вот полосочку. Она у нас, еще раз повторяю, будет всегда вязаться лицевыми петлями со всех сторон. Так, провязываем 5 петель лицевыми и заканчиваем последняя петля кромочная. Разворачиваем наше вязание. Третий ряд узора. Первая петля кромочная. 5 петель провязываем лицевыми петлями. Перекидываем маркер. Третий ряд узора. Мы здесь ничего не меняем, ничего не добавляем, а вяжем так, как у нас петельки стоят. То есть 2 изнаночных, 1, 2. Затем идут 4 лицевых, 2, 3, 4, 2 изнаночных, далее лицевые и так далее. Итак, вот я дошла до маркера. Перекидываем маркер. Далее вяжем 5 петель лицевые петли и заканчиваем наше вязание изнаночной петлей, так как это кромочная. Так, мы с вами провязали третий ряд нашего узора. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд узора вяжем по рисунку, но не забываем, что у нас первые кромочные, затем следующие 5 петель мы всегда вяжем лицевыми. Перекидываем маркер и вяжем по рисунку. 2 лицевые, 4 изнаночные. 2 лицевые, 4 изнаночные. И довязываем таким образом до конца ряда. Так, разворачиваем наше вязание. Сейчас мы с вами находимся на правой стороне. Теперь на 5-м ряду мы с вами начнем делать вот эти вот накиды. Вот, посмотрите. 5-й ряд мы с вами начинаем делать накиды. Итак, первую петлю снимаем. Далее 5 петель провязываем лицевыми петлями. Перекидываем маркер, 2 изнаночных, затем делаем накид, первую и вторую петлю провязываем вместе лицевой петлей, затем третью и четвертую петлю сначала снимаем, разворачиваем эти петли и затем провязываем 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку. Делаем накид и провязываем дальше 2 изнаночных. И вот таким образом мы с вами повторяем до конца ряда. Накид, первые 2 петли провязываем лицевой за заднюю стенку, затем третью и четвертую петлю снимаем на правую спицу, затем разворачиваем и провязываем их 2 вместе за переднюю стенку лицевой петлей. Делаем накид, затем у нас идут по рисунку 2 изнаночные петли. Еще разочек показываю: накид,
2 петли провязываем вместе за заднюю стенку. Затем третью и четвертую петлю сначала снимаем, разворачиваем их и провязываем за переднюю стенку. Делаем накид, 2 изнаночных и так далее. Провязываем ряд до конца. Вот посмотрите, какой рисунок у нас будет получаться. Мы с вами уже вот сделали накиды. По 2 петли убавили с обеих сторон. Вот когда мы с вами убавляем первые 2 петли, у нас наклон получается влево. Когда разворачиваем петельки, третью и четвертую, у нас наклон получается вправо. Вот типа вот такой вот елочки у нас с вами и получится потом. По всей ширине вашего пончо у вас будет 17 раз повторяться вот эти вот полоски, вот эти вот елочки. Значит, 17 раз елочки, заканчиваться будет 2 изнаночными и затем платочная вязка. И начинается начинается ваше вот это полотно тоже. Вот они. Здесь вот я сшивала. Это уже второе полотно вот так у нас пришито. Вот начинается 6 лицевых, кромочно 6 лицевых, 2 изнаночных. Затем повторяем узор 17 раз. Итак, перевернули наше вязание. Теперь вяжем так же, как второй ряд нашего узора. То есть все по рисунку. Первую петлю снимаем. Далее у нас 5 петель платочной вязки. Перекидываем маркер. Далее 2 лицевых. Накиды провязываем изнаночными. Далее идут 2 изнаночные. Снова накид изнаночный. Далее 2 лицевых. И так провязываем до конца ряда. Накиды провязываем изнаночными петлями. Итак, я сделала последний раз накиды, провязала 3 ряда. И теперь я нахожусь на правой стороне. Мне теперь нужно заканчивать наше полотно. Я буду вязать платочной вязкой вот эту вот полоску, чтобы закончить наше полотно. У нас должно быть здесь платочной вязкой и сверху тоже наш прямоугольник должен заканчиваться платочной вязкой. Вы должны провязать платочной вязкой 7 вот этих вот полосок или 14 рядов. Итак, начинаем вязать теперь все петли лицевыми с правой и с левой стороны. Маркеры можно уже убрать, они нам не нужны. Итак, вяжем на лицевой стороне лицевыми петлями. Затем разворачиваем вязание и на изнаночной стороне вяжем лицевыми петлями. И таким образом вяжем 14 рядов. Итак, мы с вами провязали платочной вязкой 14 рядов. Наш прямоугольник теперь уже полностью связан. Нам осталось только закрыть петли. Каким образом закрываем? Первую петлю снимаем, следующую провязываем лицевой, затем продеваем провязанную петлю сквозь снятую петлю. Одна петля у нас остается на правой спице. На левой спице снова одну петлю провязываем, провязанную петлю продеваем сквозь ту петлю, которая находится на правой спице. И вот таким образом мы закрываем все петли до конца ряда. Итак, мы с вами закрыли наше полотно, все петли мы закрыли. Вот у нас такой прямоугольник получился. Осталась последняя у нас петелька, мы ее вытягиваем
И сквозь эту петельку продеваем клубочек или ниточка, какая у вас там осталась от вязания. И затягиваем петельку таким образом, чтобы у нас здесь ничего не распустилось. Итак, мы связали с вами два одинаковых прямоугольника вот, размером 50 сантиметров ширина прямоугольника и высота 83 сантиметра. Ну, вот такие два прямоугольника я вязала на свой размер. Я ростом 160 сантиметров, поэтому я выбрала именно такую длину пончо. Если вы желаете связать пончо немного короче или длиннее, значит вы вяжете длину прямоугольника или больше, или меньше. Ну и соответственно ширину пончо, какую вы хотите. Я хотела, чтобы у меня пончо было практически вот до конца руки длиной. Вот поэтому я здесь брала 50 сантиметров. Вы померьте, сколько вы желаете длину, такую ширину вы здесь и будете вязать. Ну а теперь приступаем сшивать два прямоугольника. Сшиваем таким образом. Вы положите два прямоугольника на правую сторону. Берем белый прямоугольник, разворачиваем его вот таким образом на левую сторону. То есть вот эта вот ширина прямоугольника мы должны положить к боковинке первого прямоугольника зеленого. Так вот ровненько здесь все края выравниваем. Берем крючок. И будем с вами соединять две детали. Таким образом соединять будем по краю, забирая вот эти вот петли, которые у нас при вязании были кромочными петлями. Так, первые две петли белые я взяла, затем зеленые две подхватываем. Продеваем петельки, затем опять 2 петли кромочные белые, затем 2 вот эти зелененькие, и вот таким образом соединяем детали. Вы можете соединить и при помощи иголки, взять иголку и сшить эти две детали. Но я решила это сделать крючком. Мне кажется, это немножко попроще. И вот таким образом вы соединяете эти две детали, эти два полотна. Доходите до конца. Еще разочек делаем последний стежок. Вытягиваем побольше петельку. Продеваем оставшуюся здесь у нас ниточку и затягиваем. Итак, мы с вами вот сделали первый шов. Если мы вот так вот вывернем, вот что у нас здесь получилось. Так вот мы сшили. Теперь мы с вами вот так раскладываем сшитые наши два полотна. Теперь правое полотно, которое у меня белое, сворачиваем таким образом, чтобы вот этот край ровно у нас пришелся вот на зеленую сторону, вот таким образом. Теперь зеленое вот это полотно сворачиваем вот таким образом. Теперь выравниваем вот эти вот края, где у меня белое и зеленое полотно. Так вот разворачиваем.
Берем крючок, ниточку и аккуратненько, так как мы сшивали первый раз, начинаем сшивать вот эти два полотна. Таким же образом сшиваем вот по краю, там где у нас были с вами вот кромочные. Вот таким вот образом продолжаем соединять наши два полотна. Итак, вот вы дошли до конца, сделали еще один раз стежок, вытягиваем петельку побольше, берем ножницы, отрезаем ниточку, здесь вот продеваем сквозь петельку отрезанную нитку и затягиваем. Так, мы с вами все сшили. Теперь нам осталось спрятать вот эти все ниточки, которые у нас здесь вот остались. Значит, берем иголочку и прячем таким образом. Я обычно первый стежок еще раз закрепляю, чтобы уж наверняка тут ничего не распустилось. Вот. Затем, вот видите, вот здесь вот по краю вот этой петельки я вот так вот прохожу. Стежков 5-6. Вот так вот пройдете. Берете ножницы, отрезаете ниточку. Вот, все, у нас здесь с вами ниточка спрятана. И таким образом вы прячете все ниточки на своем изделии. Затем выворачиваете свое изделие на правую сторону. Вот так вот у вас должно получиться. Вам останется только постирать ваше изделие, и ваше пончо будет готово. Если вам понравилось мое видео, ставьте большие пальцы вверх, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте подключить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые мастер-классы. Желаю вам ровных петелек. Вяжите по моим мастер-классам, вяжите вместе со мной. До новых встреч!